Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Хочется влюбиться, чтоб души полет. Только муж вот против, говорит, прибьет. Эх, придется полностью отдаться творчеству. Знаете, что заметила? Лежат новые красивые ткани. Но я не могу из них шить. Фантазия не работает. Рука не поднимается их резать. Но накопились кромки от тканей. Вот почему отрезают кромки? Дело в том, что у них плотный, обработанный край. А в готовом изделии эти места будут жесткими и грубыми. Для начала все кромки проутюжим с паром и рассортируем. Разберем на две кучки – темные и светлые. Шить будем по основе. У меня это клеевой флизелин. Квадратики размером 15 на 15 сантиметров. На каждом нарисуем диагональ. При работе за швейной машинкой сначала закрываем уголок, а потом сверху накладываем кромку. Шов прокладываем по плотному краю кромки. Пространство – это вам не время. Его так просто не убьешь. Шить надо много. И расстояние между швами получается примерно 1 сантиметр. Естественно, работать стараемся экономно. Шьем гирляндой. Сразу же несколько заготовок. Стараемся нитки лишний раз не обрывать. И вы, конечно же, заметили, что в работе светлые ткани. Так мы шьем и шьем, постепенно доходим до середины, до диагонали. А дальше уже переходим на темные ткани. Границей перехода, той самой диагональю, можно сделать темно-синий цвет. Пусть он будет единым на всех деталях. А дальше уже в произвольном порядке берем любой другой темный цвет с преобладанием красного, зеленого, коричневого, фиолетового. Смотрите сами, что у вас там есть под рукой. Единственная рекомендация – не берите в работу чисто белый и черный цвет. Их надо использовать очень осторожно. Девочки, сегодня мы шьем из кромок. Думаю, что многие из вас узнают ткани, от которых я их отрезала. Вы их помните по моим роликам. Когда заготовки полностью зашиты, тщательно их проутюживаем. Естественно, все кромки мы нашивали на сторону с клеем, а под действием пара и высокой температуры все замечательно проклеивается и ткани хорошо фиксируются. А теперь предстоит очень ответственный этап работы. С помощью шаблона линейки выравниваем заготовки и отрезаем лишнюю ткань. Когда выравниваем, проверяем, чтобы темно-синие полоски точно совпадали с диагональю. Смотрите, какие интересные полосатые блоки у нас получились. Нет ни одного похожего, все разные. Но так как набор тканей везде был один, все вместе они смотрятся очень органично. А теперь
главная интрига. И для чего это все? Для красоты. Если кто не понял. А для какой именно красоты? Я еще не придумала. Как-то раз отец меня спросил: «Дочь, а что тебе подарить на день рождения?» И я не успела еще и рта открыть. Он быстренько добавил: «Хорошо, ты еще годик подумай». Так долго, конечно, мы думать не будем. Сегодня у меня нашилось 12 блоков. Маловато будет ни уму, ни сердцу. Да и кромки у меня еще остались. Правда, не такие яркие. Но мы же никуда не спешим. Всегда самой себе говорю: зачем откладывать на завтра то, что можно съесть сегодня? Появились кромки, сразу же сшить веселую заготовку. А потом с такими полуфабрикатами можно легко и быстро сшить и панно на стену в детской, и красивую сумку, и текстильную корзину, и подставки под горячее. Сами видите, какие красивые варианты раскладки можно сделать. Девочки, дорогие мои, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Обязательно поделитесь этим видео во всех соцсетях. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!